Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня будем готовить одно из моих любимых узбекских блюд – казан-кебаб. Сегодня попробуем сделать казан-кебаб из кроликов. Так, разделаем наших малышей. Это наша ножка. Вот на такие куски. Срежем почки. Это нашим кошкам. Антон, у тебя сегодня в меню зайчьи почки и печень. Держи. Кс-кс. Кролик готов. Так, друзья, а теперь это мясо мы должны вкусно посолить, поперчить и добавить пряности. Значит, черный перчик. Так. Красный для остроты. Посолю хорошенько. Так, пусть мясо как раз немножко постоит, хорошенько проперчится, просолится, а мы займемся картошкой. Займемся, это, конечно, громко сказано, потому что с ней ничего не нужно делать практически. Картошка у нас идет целиком. Собственно, я за это блюдо очень не люблю. То есть оно очень простое в приготовлении, друзья. Такое, знаете, так скажем, да, мужское, на мужскую компанию. Без возни. Картошка и мясо, больше ничего нет. Но результат очень хороший, очень вкусное блюдо. А пользуясь случаем, друзья, так как я готовлю сегодня узбекское блюдо, хочу передать привет, большой привет солнечному Узбекистану. Я бывал в этой стране, очень люблю Узбекистан, так что узбекистанцы, всем привет. Друзья, вливаем литр растительного масла. Друзья, масло хорошо накалилось. Сейчас мы вот так крестом надрежем лук и опустим его туда для аромата, чтобы он придал маслу аромат. Минут 5 подержим. Тут все соки свои тоже луковые. Пустим туда, да. Вот весь свой вкус он уже туда отдал, масло. Он уже в принципе не нужен. Посмотрите, как обжарился красиво. Так, теперь картошка.
подрумянивается сразу. Это всего 2-3 минуты постояло. Это масло очень горячее. Друзья, сегодня хочу еще один привет передать моему одному очень верному подписчику Саиду из Екатеринбурга. Саид, спасибо тебе большое за то, что есть, за то, что такой активный на моем канале. Спасибо, дорогой. Так, картошку уже пора вытаскивать. Мы ее не жарим до полной готовности, а наша задача получить вот такую красивую корочку. Друзья, теперь ждем минуты 2. Пусть масло опять сильно накалится. Вообще принцип приготовления этого блюда такой. Нужно обязательно очень-очень раскаленное масло, чтобы корочка образовывалась у нас очень быстро. Значит, ждем 2 минуты. И теперь время кролика. Добавляем его. Так, мясо я положу не все. Потому что если все мясо сразу положить, корочки не получится. Температура резко упадет, масло, и корочки не будет. О, посмотрите, как красиво наш кролик зажарился. Вот такая вот супер корочка. Красиво. Так, друзья, вторая партия мяса. Так, друзья, время уже добавлять, возвращать сюда первую партию мяса и картошку. Но прежде я сделаю одну вещь. Значит, в классическом исполнении казан-кебаб это не кладут. Мне что-то захотелось чесночок поставить. Пусть он вместе с мясом и картошкой немножко здесь потомится. Так, все, возвращаю мясо и картошку. Друзья, теперь сверху заливаем стакан воды. Накрываем эту красоту тарелкой. Вот так. Накроем крышкой. И теперь уже на маленьком огне. Вот на таком минимальном. Где-то час это дело у нас будет уже тушиться, томиться. Через час поговорим. Все, ровно час прошел, друзья. Уже там точно все приготовилось. Начинаю аккуратно вот это все дело изымать оттуда. Вот так. Смотрите.
И вот эту всю красоту, друзья, мы сейчас засыпем зеленым лучком. Мне кажется, очень подойдет. Вот так обильное. Не просто посыпал, а вот засыпал. Друзья, вот такое узбекское блюдо. Очень простой, при этом очень вкусный. Ну, немножко с моей фантазией. То есть вместо мяса здесь у нас мясо зайчика. То есть вместо мяса баранины или говядины у нас здесь кролик, зайчик. Сейчас попробуем этого зайчика. Так, начинаем пробовать, друзья. Возьму ножку. Очень приятный вкус у кролика. Я не понимаю людей, кто его не любит. Мясо кролика очень вкусное и нежное. И говорят, очень вкусное диетическое мясо, очень полезное. Мало в нем всяких нехороших жиров и так далее. Так что, друзья, всем советую. Такую горячую жирную еду хорошо запить окрошкой. И сделать это по-узбекски. Из пиалы. Ну все, друзья, спасибо большое за просмотр. Я продолжу свою терапию, с вашего позволения. Спасибо, до свидания.